Офигеть, сколько тут всего. Ё-моё, в этом доме, наверное, 20 телевизоров в сумме, если не больше. Кинокамера. Музыкальный инструмент удивительный какой-то. Охренеть, сколько тут всего, ребята. Маленький, неприметный домик в популярном туристическом месте Португалии хранит в себе тысячи оставленных вещей. Телевизоры, пианино, картины, документы. Те, кто здесь жил, оставил абсолютно все. Что произошло? Как такое возможно? И что интересного нам удастся найти? Смотрите дальше. Меня зовут Анатолий, я путешествую по миру в поисках удивительных заброшенных мест. Друзья, перед вами Португалия, колоритнейшее туристическое место. И наша команда сидит и готовится к забросу в уникальное место под названием Дом кинематографиста. Олег Прочанов, Дмитрий Мигрантос и Александра Киевская. Сейчас будем врываться вон туда. Внизу стоят местные тук-тукеры. Нам надо не спалиться. Аккуратненько. Сейчас надо обойти дом. Димон, нам сюда надо. Нам надо сюда, там он, возможно, будет залазы. Есть. Есть заход. Давай. Спалили? Как? Туристы шли, видели, как называется. Сука. Ладно. Заходим, ребята. Блин. Вот всегда так детально и посмотрим, что здесь. стараешься не шуметь, и так всегда. Что-то под ногой всегда хрустит. Ох, тут предметов, ничего себе. Ох, ребята, сейчас я вам предметочки наснимаю. Тут глаза разбегаются. Потерпите. Сейчас все вам очень-очень детально покажу. С первого же помещения становится сразу понятным, что это будет невероятно крутое место, где абсолютно все оставлено, просто тысячи артефактов прошлого. И я постараюсь показать вам все самое-самое интересное. Физически все предметы рассматривать просто невозможно, на это уйдет месяц, но я постараюсь, чтобы вы кайфанули от этого видео. Приятного просмотра. Это пока что только третий заброшенный дом в Европе, который я посетил, но такое количество брошенных вещей я видел впервые. Новым зрителям я напомню, по каким причинам подобные дома бросают. Чаще всего это происходит, когда жильцы умирают, а наследники по тем или иным причинам не хотят заниматься домом. Не знаю, как в Португалии, а во Франции, например, при вступлении в наследство нужно заплатить очень большой налог. И часто бывает так, что у наследников просто нет денег или они считают, что оно не стоит того. Вещи, которые бросают в подобных домах, как правило, никому не нужны. А если здесь было что-то действительно ценное, например, драгоценности или фамильные реликвии, это уже давно забрали наследники. Хотя на примере французских домов мы убедились, что и фамильные ценности, например, грамоты, дипломы, фотографии, тоже часто никому не нужны. Проблема таких домов в Западной Европе очень массовая, и на этом канале в будущем вы увидите еще много подобных домов или особняков. Особенно много их именно во Франции, по вышеназванным причинам. Бюрократия, глупые законы. Возможно, зато нам, сталкерам, есть что поснимать. Хлеборезка, судя по всему. Мини-духовочка. Ну и разная посуда. Много-много-много посуды. Ребят, холодильник Nokia. Я вот одного не могу понять. Это просто одноименный какой-то бренд холодильников? Или Nokia до мобильных телефонов выпускала раньше холодильники? Вот это интересно, кстати. Даже, смотрите, даже что-то осталось. До сих пор масло. Какие-то бутылки.
даже какие-то продукты. Плита Дако. Кожаный кошелек. Пустой, но до сих пор сохранившийся. Кожа есть кожа. Так, что у нас? Что у нас тут? Смотрите, выдвижная такая полочка интересная. Всякая мелочь, которую обычно все хранят в кухонных шкафчиках. Вот это интересно, похоже. Я хотел сказать вначале мультиварка. Это, скорее всего, такая вот старая хлебопечка. Телевизор, монитор. Вот так вот оформлялись дома в Португалии. Ага, тут какое-то складское помещение на первом этаже было. Тоже всякая всячина лежит. Все подряд. Все, что нажито непосильным трудом, как говорится, все осталось здесь. Друзья, вы можете поддержать съемку новых мест на Бусти от 50 рублей в месяц. Это всего лишь одна чашка кофе. Взамен вы получите доступ к эксклюзивным видео про заброшенные места и другому эксклюзивному контенту. Ссылка в описании. Ух ты! Нифига себе, здесь склад на первом этаже. Это был только предбанник склада. Охренеть, сколько здесь всего. Честно говоря, ребят, столько вещей на заброшке я вижу первый раз в жизни. Я даже не знаю, что снимать, потому что здесь столько всего. На чем остановиться? Что выцепить для вас, показать? Давайте я просто медленно камерой проведу, а вы посмотрите, потому что у меня реально глаза разбегаются. Смотрите, в Португалии холодильник «Зенит». Видимо, экспортная версия. Блин. Я как обычно. Медведь, он и в Африке медведь. Блин. Ладно, надеюсь, не было слышно на улице. Смотрите, какой-то аппарат. Скорее всего, киноаппарат. Литакс. Возможно, сюда как раз кассета ставилась. Туда проход какой-то узкий есть. Давайте пройдем, посмотрим, что там. Может быть, погреб. А нет, тупик. Смотрите, какой кувшин с вином. И он, кстати, полный. Там вино запечатанный. Интересно, для чего? Вот это было сделано. Смотрите. Может быть, для вентиляции. Тут, видимо, дрова запасали. И топили дровами. Да, вот еще дрова. Поднимаемся на второй этаж. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм. Там вы всегда будете в курсе всего и получите куда большую порцию информации. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании.
Кассеты. Еще такие бобиновые, довольно старые. Да, всякой всячины здесь, конечно, очень много. Можно часами все рассматривать. Я вам сейчас постараюсь показать самое интересное. Здесь чемодан, к сожалению, на замок закрыт. Открыть его в данный момент не получится. Капец, посмотрите, сколько здесь всего. Вот это, я понимаю, артефакты прошлого на заброшке. Смотрите, какой-то чемодан такой странный, может быть, для фотооборудования. Дом не зря называется дом кинематографиста. Тут я нашел интересную такую старую тумбочку. Давайте посмотрим, что здесь есть. Тут ничего интересного. Инструменты какие-то. О, письма, смотрите. Давайте попробуем выяснить, когда была заброшена. Сейчас. О, фотографии, ничего себе. Смотрите. Возможно, это жильцы этого дома. Вот эти какие-то тесты или декларации. Год, где же год? 1950, смотрите, ничего себе. Нормально сохранилось так в файлах. О, ух ты, смотрите, какой документ какой-то. 1961 год. Вот и видно должно быть. 61 год. Я попытался перевести одно из писем. Получилось коряво, но вы можете поставить на стоп-кадр и попробовать прочитать. Для тех, кто на канале впервые, сразу скажу. Я и мои друзья всегда в подобных местах ведем себя максимально уважительно. Письма я сложил обратно, так как они и лежали. Забирать их, разбрасывать или делать с ними или другими вещами что-либо нам нет никакого смысла. Наша задача лишь запечатлеть место в истории и передать вам его атмосферу. Что будет, если в таком доме поймает полиция? Будет штраф. В зависимости от страны он может отличаться, но, как правило, это не маленькая сумма, иногда несколько тысяч евро. Поэтому первое правило сталкера – не попадись. Друзья, ну какая же заброшка без пианино? Ну, конечно же, здесь оно есть. Но уже не рабочее. Так, это у нас герб Перзина, Шейхенем. Непонятно. Ну, герб вроде бы похож на Португалию, возможно, местный. Давайте посмотрим. Может быть, еще найдем какие-то обозначения. Сыростью здесь довольно сильно пахнет. Такой вот коробка от сигар, я так понимаю, старинная. Тут много всего. О, нифига себе, я сразу не заметил, когда зашел. Охренеть, коллекция телевизоров. Класс. Супер Электрик. Грундик. Если знаете, что за фирма, напишите. Тоже Грундик называется. Судя по интерьеру и письмам, которые только что мы с вами смотрели, можно предположить, что дом заброшен в 60-х, 70-х годах. И удивительно, что все здесь осталось максимально нетронутым.
по журналам можно понять, за какой они год. Вот, ребят, смотрите, я нашел журнал за 2000 год. Значит, моя двухминутная назад теория оказалась неверной про 60-е и 70-е годы. Значит, берем в расчет 2000 год. Видимо, просто пенсионеры какие-то жили, и после их смерти все, что здесь было, оказалось никому не нужным. А вещей здесь просто нереально много. Смотрите, радио какое раритетное, класс. Телевизор не менее раритетный. Ага, там вижу ванную комнату. А нет, это не ванна, это прачечная. А хотя нет, ошибся, да, таки ванна. Смотрите, даже белье осталось развешенным. Охренеть. Ну, у меня единственное объяснение, что оставался какой-то один жилец, он умер, и у него либо не было родственников, либо им просто не было дела до всего, до этого дома целиком, поэтому оно все так и осталось. Стиральная машинка, смотрите, какая старенькая. Эдесса. Модель В4346. Швейная машинка. Тоже такая же. Фейри, моющие средства. Ну да, это явно не 60-е, не 70-е. Это как раз 2000-е. Космополитен. Ну, мужчины, насколько я знаю, Космополитен не читают. Поэтому, вероятно, здесь жила женщина. Либо дедушка с бабушкой. Кто-то из них умер первый, кто-то умер второй. Ух ты, смотрите. Это один из первых аймаков, походу. Вот это раритет. Крутяк. Надо поискать сам этот аймак. Он, по идее, где-то должен стоять. Я добрался до 3-го этажа. Вижу спальню. Прямо по курсу. Комодик. Вещи какие-то лежат. Да, здесь крыша немножко уже подустала. Так, ну тут кассеты тоже. Кассеты, видеомагнитофон Sharp. Еще один телевизор. Телевизоров, конечно, у них было много. На этот раз Philips. Кабинетик, видимо, небольшой рабочий. Судя по рисункам, возможно, здесь ребенок жил. Тетрадка, рисунки, Mortal Kombat. Да, я тоже наклеечки когда-то в Mortal Kombat коллекционировал. Комиксы. О, смотрите, вот какая коллекция. Нифига себе. Карты, наклейки всякие. Да, видимо, внук приезжал на лето или жил, не знаю, неважно, но то, что здесь жил ребенок, это очевидно. Ну, как раз для ребенка супер место. Маленькая кроватка. На двери тоже обширная коллекция футболистов. Маленькая подсобка.
Тоже возможно для работы некой. Ну, тут просто что-то складировали. Чемоданы всякие лежат. Довольно тесно. Думаю, нет смысла сюда залазить и громить здесь все. Просто вещи. Еще один туалет на 3-м этаже. Это у нас гардеробы. Очень тесная гардеробная. Еще одна спальня. Тоже крыша уже все здесь совсем плоха. Возможно, тоже здесь ребенок какой-то жил, потому что маленькая кроватка. Сейчас по вещам попробуем понять, кто это был. Ага, вот смотрите, фотография как раз лежит. Пацан. Сигарета, зажигалка. То есть, видимо, подросток. Прятал сигареты, наверное, от бабушки с дедушкой. Что это у нас тут такое в чемодане? Сумка от какого-то прибора. Счета какие-то. Чехол от очков. 1 евро. Переходник какой-то. Друзья, мне осталась последняя комната, с ней получилась интересная ситуация. Я ее захожу снимать, смотрю, там Диман, думаю, ну не буду мешать, пошел другое поснимал. Вернулся, захожу, там Саня снимает, думаю, ну пойду другое поснимаю, не буду мешать. 3-й раз возвращаюсь, там Олег снимает, и сейчас наконец-то моя очередь. И это самая крутая комната в этом доме, так что не переключайтесь. Офигеть, сколько тут всего. Ё-моё, в этом доме, наверное, 20 телевизоров в сумме, если не больше. Кинокамера. Музыкальный инструмент удивительный какой-то. Охренеть, сколько тут всего, ребята. Так, спокойно, спокойно. У меня от эмоций разбегаются глаза. Давайте подряд изучать, что здесь есть. Кинокамера Sony. То есть очередное подтверждение того, что в доме жил кинематографист. Давайте подряд посмотрим. Вот этот музыкальный инструмент меня интересует. Посмотрите. Это, скорее всего, что-то национальное и очень старинное. Буду очень аккуратно обращаться. Причем, чтобы вы поняли, это по-моему, не струна гитарная, это похоже на капроновую нить. Я сейчас постараюсь снять нить побольше, чтобы вы рассмотрели. Сейчас, по идее, объектив должен позволить это сделать. Смотрите. Должно быть видно. Очень похоже на капроновую нить. И по тактильным ощущениям в том числе. Вот такой вот инструмент классный. Не буду его трогать. Просто сфотографирую на память. Телевизоры. Тоже, смотрите, что-то такое необычное. Проигрыватель для пластинок. Печатная машинка. Мы с вами недавно видели похожую в лаборатории в Португалии. Вот тоже примерно, мне кажется, того же возраста. Фирма та же, смотрите. Ремингтон, только портабл, портативная печатная машинка. Офигеть, крутяк. Так, давайте подряд смотреть.
диванчик. Хоть сейчас забирай себе домой. Диски. Молоток с деревянной ручкой. Не видел молотков с деревянной ручкой. Интересно. Это же похоже на радио какое-то. Мини-колор. Фотография, смотрите, как раз подтверждается моя теория о том, что здесь детки тоже жили. Даже табак остался еще в этой упаковке. Опять же, смотрите, много-много кассет. Смотрите, узнал фирму Sennheiser. Чехол. Интересно, от чего? Непонятно. Может, микрофон какой-то лежал. Вот это, скорее всего, портрет хозяина этого дома. Тут же двойная комната и спальня. Уже чуть больше, более современный телевизор. Ну вот, ребят, и все. Сань, как тебе место? 1 100 000. 1 100 000. Ну, конечно. Ты бывала раньше в таких местах? Я никогда не видела таких картин, прям авторских. Мне очень понравилась там одна картина с инопланетянами с руками такая. В целом атмосфера как тебе? Вообще супер, топчик. Топчик-горобчик. Ну, круто. Очередное уникальное заброшенное место пополнило мою коллекцию. Кто-то скажет, что мы мародеры, воры, вандалы, что мы вламываемся в чужие дома и частную собственность. Вам, диванным экспертам, я даже не буду ничего отвечать. Ведь подобные видео не для вас. Они для тех, кто так же, как и я, несмотря на возраст, видит в этом детский азарт исследователя. Такой себе Индиана Джонс на минималках. Такие места для тех, кто так же, как и я, завороженно наслаждается тем, как в одном конкретном месте время остановилось навсегда. Для тех, кому нравится выходить из зоны комфорта и делать то, что не делает большинство. Для тех, кому нравится смотреть, как жили люди в разных уголках нашей планеты, где они работали, лечились, отдыхали. Кто-то скажет, да у нас в России, Украине, Беларуси, Казахстане давно бы уже все вынесли и продали. Друзья, люди везде одинаковые. Законы разные. В Португалии огромное количество наркоманов и бомжей. Они также выносят металл и ценные вещи. Почему не тронули конкретно этот дом? Во-первых, вы сами видели, что тут по-настоящему чего-то ценного нет. А если и было, это уже давно вынесли. Во-вторых, это очень людное и туристическое место. И в-третьих, если не знать, где конкретно находится этот дом, найти его практически невозможно. Это место находится вдали от городов и крупных поселков. И как раз третья причина, как я считаю, сохранила его до наших дней с таким количеством вещей. Порой такие неприметные с виду дома таят в себе такие удивительные находки. И ради этого чувства неизведанности и тайны я буду продолжать путешествовать и снимать такие места для вас. И напоследок хочу сказать, что этот дом в очередной раз напомнил мне, и думаю вам тоже, что вещи на тот свет не заберешь. Непонятно. Ну что, Димон, давай впечатление. Ух, огонь, пушка, бомба, петарда, миллион сексиллионов из 10. Сравни с особняками во Франции, в которых мы были. Не могу, разные. Франция по-своему красивая, здесь тоже было интересно. Олег, оценочка. Оценочка, Сходу давай. хорошо. Оценочка 10 из 10. Больше интерьера, чем во Франции, конечно. Вот. Что еще могу сказать? Ну, похож очень на французский дом. Очень похож на французский дом. Куча интерьера, он маленький, тоже 3 этажа. Тоже прикольно. Если снимать подробно каждый предмет, мне кажется, это займет несколько Месяцев, да. Месяцев, да. Вот, в принципе, в общем, понравилось. Друзья, ну что, очередной сталк прошел успешно. Пишите ваше мнение.
Не обращайте внимания, это все влияние Саши Киевской. Короче, ссылочки на ребят, на Сашу, все в описании. Жду вашу обратную связь. Нравятся вам такие особняки или нет? Продолжать ли снимать в разных странах такие места? Все, Подписывайтесь на канал Олег Прочанов. Да. Все, пока. Obrigado.